Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как я шила для себя куртку-бомбер, но это куртка без подкладки, поэтому можно ее назвать еще ветровкой. Для пошива бомбера я взяла готовую выкройку, и мне кое-что нужно в ней изменить. По выкройке куртка удлиненная, поэтому я меняю длину изделия, и от подмышки я боковой шов делаю абсолютно прямым, так как по выкройке куртка приталенная, а мне нужна прямая куртка. Я взяла выкройку 44 размера. По выкройке у куртки застежка молния. Я хочу сделать застежку на кнопках и хочу сделать цельнокроенный подборд. То есть у меня борт будет переходить в подборд. Допустим, это наша полочка, и нам для застежки нужно добавить несколько сантиметров. Выкройка идет уже с припусками на швы, поэтому припуски мы не смотрим. Вот это у нас идет центр полочки, и эта линия у нас будет центром застежки. Поэтому вправо и влево откладываем по 1,5 сантиметра. То есть наша планка на застежку будет шириной 3 сантиметра. Крайняя правая линия у нас будет краем борта, то есть борт у нас должен переходить в подборд. Поэтому мы отражаем горловину и здесь сделаем 5 сантиметров от плечевого среза и рисуем наш подборд. Вот эту линию подборда я всегда рисую на глаз, но ширину я делаю примерно 8-10 сантиметров. Таким образом у нас при крое получится одна цельная деталь – полочка и подборд. И нужно сделать нам обтачку горловины спинки, так как у нас на подборде плечевой шов 5 сантиметров, то и на обтачке плечевой шов делаем 5 сантиметров. И краим отдельную деталь обтачку горловины спинки. По низу рукава выкройки есть линия готового вида изделия, и от этой линии мы еще уменьшаем длину рукава на длину манжеты. Манжеты, нижнюю планку и воротник я буду делать из кашкарсе. Для определения ширины манжеты нам нужно ширину рукава по низу умножить на 0,8. Длина манжеты в готовом виде примерно 5-6 сантиметров, поэтому в крое у нас прямоугольник получается высотой 12-14 сантиметров. Это уже с припусками на швы. Нижняя планка будет также из кашкарсе, но под кнопки у нас будут вшиты небольшие кусочки из основной ткани. Я сделала примерно их шириной 4 сантиметра. Измеряем низ бомбера за минусом этих вставок и эту длину умножаем на 0,85. Я не люблю, когда по низу резинка сильно стягивает куртку. Люблю, чтобы она была совсем слегка стянутой, поэтому умножаю именно на этот коэффициент. Ну и, конечно, для этих вставок, которые будем пришивать к нижней планке, не забываем добавить припуски на швы. Высота нижней планки в крое примерно 12-14 сантиметров. Также нам нужно определить длину воротника. Воротник можем втачивать от центра, получается, от центра застежки, или от края самой застежки. Измеряем горловину, умножаем ее на 0,7 и выкраиваем прямоугольник равный получившейся мерке, а высота прямоугольника в крое 10 сантиметров. Края с обеих сторон будем закруглять. Для пошива своего бомбера я выбрала ткань Дюспо Бондинг. Эта ткань состоит из 2 слоев. Верхний слой – это курточная ткань Дюспо, а второй, нижний слой – это мягкое трикотажное полотно. За счет сочетания 2 этих слоев ткань получается очень плотной. С изнаночной стороны она мягкая, а Дюспо сохраняет все свои свойства. Ткань остается влага- и ветрозащитной. Из такой ткани можно шить куртки, ветровки без подкладки, и даже шьют из нее спортивные костюмы. Беру выкройку, про которую я говорила в начале видео, и сейчас я буду кроить свой бомбер. Отдельно лекало переводить на бумагу не стала. Кроить буду сразу на ткани и сразу буду вносить изменения, о которых я говорила ранее. Выкраиваем спинку, одну деталь со сгибом. Детали выкройки лучше переносите на изнаночную сторону ткани. Это я сейчас крою по лицевой стороне, чтобы было более наглядно, потому что на изнаночной стороне
Мел, к сожалению, практически не видно, а маркеры по ткани у меня закончились. Выкраиваем полочку, 2 детали. Выкраиваем 2 рукава. Посередине рукава сразу провожу прямую линию. Сюда я буду настрачивать лампас. Лампас решила сделать из репсовой ленты шириной 1 сантиметр. Далее я наметила место входа в карман, вырезала место входа в карман, сделала обтачку. Также я выкроила подкладку для кармана. И не забываем выкроить обтачку горловины спинки. Все детали готовы, теперь можно приступать к пошиву куртки. Обработаем место входа в карман. На полочку, где у нас место входа в карман, складываем обтачку лицом к лицу и притачиваем ее на швейной машинке примерно полсантиметра от края. Вторую сторону обтачки я подрежу фигурными ножницами. И этими же ножницами я подрежу закругленную сторону на подкладке кармана. Обтачку я притачала на швейной машинке. В уголках сделала рассечки, не доходя до строчки примерно 1-2 мм. Теперь обтачку выворачиваем вот таким вот образом на изнаночную сторону, приутюжим и место входа в карман отстрочим на швейной машинке. Строчку я буду прокладывать примерно 2-3 мм от края. Место входа в карман я отстрочила. И теперь берем подкладку кармана, складываем ее лицевой стороной к изнаночной стороне, вот таким образом, прикалываем и будем притачивать на швейной машинке. Лишние проколы иголками эта ткань не любит, поэтому иголочки втыкаем либо в то место, где будет проходить строчка на машинке, либо на сторону припусков. Строчку я решила прокладывать по изнаночной стороне, потому что сметать вручную я здесь тоже не могу, иначе у меня останутся дырочки. Буду прокладывать строчку примерно 2 мм от края подкладки. Обе полочки готовы. Теперь берем спинку и полочки, совмещаем их в плечевых срезах и скалываем булавками. Затем плечевые срезы стачиваем на швейной машинке. Припуски на швы также подрезаем фигурными ножницами, разутюживаем их в разные стороны и отстрачиваем на швейной машинке. На рукава я настрочила репсовую ленту, и теперь в открытую пройму буду втачивать оба рукава. Вот так выглядят обработанные плечевые швы. Прикалываем рукав к пройме. Втачиваем рукав на швейной машинке. Срез обрабатываем таким же образом, как обрабатывали плечевой срез. И вот так выглядит обработанный шов втачивания рукава. Далее складываем пополам рукав, спинку и полочку складываем лицом к лицу, совмещая боковой срез, скалываем боковой срез
и срез на рукаве булавками. Одной строчкой стачиваем боковой шов и шов на рукаве. Швы разутюживаем в разные стороны. На боковой шов я также настрочила репсовую ленту. Получилось, что лента закрыла шов, а на другой стороне этими же строчками я закрепила припуски на швы. И теперь нам нужно выкроить воротник, нижнюю планку и манжеты из кашкарсе. Закрепляем под борт. Отмечаем середину горловины по спинке и измеряем длину горловины. Но измеряем не от края борта, вычитаем 3 сантиметра, которые у нас заложены на застежку. Измеряем от этой точки до середины горловины со стороны спинки. Сантиметровую ленту ставим на ребро, эту мерку умножаем на 2. Измеряем низ на куртке. Но измеряем также не от края подборта, а за минусом вставок из основной ткани. У меня эти вставки шириной 4 сантиметра. И получившуюся длину умножаем на 0,85. Это будет длина нижней планки из кашкарсе. А высота нижней планки в крое у меня 12 сантиметров вместе с припусками на швы. Для определения длины воротника длину горловины, которую мы измерили, умножаем на 0,7. Ширина воротника у меня в крое 10 сантиметров. И теперь складываем воротник пополам, вот таким вот образом. И края с обеих сторон нужно закруглить. Прежде чем втачивать в горловину воротник, нам нужно подборт соединить с обтачкой горловины спинки. Край подборта и край обтачки горловины спинки я также подрезала фигурными ножницами. Детали складываем лицом к лицу по коротким срезам, скалываем булавками, затем стачиваем на швейной машинке, швы разутюживаем в разные стороны и тоже их отстрачиваем. Воротник я сложила пополам и приутюживала, чтобы мне было легче его прикалывать к горловине. Середину воротника я соединяю с серединой спинки и вкладываю между горловиной и обтачкой. Край воротника соединяю с той точкой, от которой мы измеряли длину горловины. Равномерно растягиваю воротник по горловине и скалываю еще булавками в нескольких местах. Совмещаем плечевые швы на куртке и на обтачке. Притачиваем воротник на швейной машинке. Я притачала воротник и по всей горловине сделала надсечки. Сделала надсечки, не доходя до строчки примерно 2 миллиметра. Делала надсечки только на курточной ткани, на кашкарсе не делала. Уголочки на бортах выправляем и выправляем обтачку, утюжим шов. Кстати, я совсем забыла вложить петельку для вешалки, поэтому я это исправила. Но теперь будем пришивать нижнюю планку. Деталь из кашкарсе я соединила с этими узенькими вставками. Шов отстрочила на сторону вставки. Складываем пополам нижнюю планку и стачиваем по коротким срезам. Уголочки выворачиваем и утюжим. Берем нашу планку и складываем ее лицом к лицу, низом бомбера, планку прикладывая к краю борта, огибая под бортом планку. Середину планки соединяем с серединой спинки. И далее планку растягиваем и равномерно распределяем по всему низу бомбера и скалываем еще несколькими булавочками. Притачиваем планку на швейной машинке. Шов утюжим на сторону изделия. Припуск на шов я подрезала примерно до 7 мм, и теперь этот шов я хочу закрыть репсовой лентой.
Беру ленту шириной 1 сантиметр и прикладываю ее со стороны кашкарсе. Буду пришивать эту ленту, чтобы строчка попадала в строчку притачивания нижней планки. Затем лентой закрою припуск и проложу вторую строчку. И вот что у меня получилось. То есть шов у меня полностью спрятан под лентой. Также я отстрочила воротник. И теперь будем втачивать манжеты вниз рукавов. Для этого выворачиваем рукав на изнаночную сторону. Манжеты мы притачивали к низу рукава уже не 1 десяток раз, поэтому подробно я показывать это не буду. Берем манжету, вкладываем в рукав, растягиваем ее, равномерно распределяя по всей ширине рукава и притачиваем на швейной машинке. Открытый срез можно обработать либо на оверлоке, либо любой оверлочной строчкой на швейной машинке. И осталось только установить кнопки на борта. Сейчас сделаем разметку для кнопок. Я выбрала кнопки Альфа на 12,5 мм с черными пластмассовыми шляпками. И сейчас я буду впервые эти кнопки устанавливать прессом. До этого я пользовалась щипцами Прим. Кнопочка вроде бы установилась хорошо. И теперь устанавливаем остальные кнопки. Я установила на борта все кнопки. Также я сделала кнопочки на карманы. И, кстати, с помощью пресса я легко подлезла к карману. Например, щипцами в этом месте кнопки было бы уже не установить. Еще раз утюжим все швы и все изделие. И для тех, кто не знает, я использую на утюге тефлоновую защитную насадку. С помощью нее можно утюжить даже деликатные ткани. Если утюжить без этой насадки, то ткань курточную вы просто испортите. Моя ветровка бомбер полностью готова. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!